Сегодня мы поговорим о визах. Какие бывают визы в Объединенных Арабских Эмиратах, как получить резидентство в Арабских Эмиратах и сколько же все это стоит. Что же такое Emirates ID? Emirates ID содержит персональные данные владельца, включая отпечаток пальца. С ID-картой резиденты могут получать государственные услуги, подключать сим-карты и проходить без очереди пограничный контроль в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов. Какие бывают визы в ОАЭ? Первая и самая простая виза – это туристическая. Для граждан России и Беларуси она ставится штампом в паспорт в аэропорту и позволяет находиться в стране 90 дней. Виза бесплатная. Для граждан Казахстана 60 дней срок пребывания и для граждан Украины также 60 дней. Вторая виза – это виза студента. Если рассматривать очень поверхностно, то все студенческие программы делятся на два типа. Есть спонсор или нет спонсора. В случае со студентом спонсор – это школа или уже университет. Если у вас есть спонсор, то вопрос решен. Документ для заявления на визу делает учебное заведение. Недостаток такого типа виз – это то, что как только вы получили диплом, при отсутствии нового спонсора вы едете домой. Так называемые золотые визы для студентов. По этой программе студенты, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учебе, могут претендовать на получение виз сроком на 5 и 10 лет. Выдается студентам на основе рекомендаций Министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов. Виза фрилансера. Это вид на жительство, который легально позволяет человеку жить и работать в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве фрилансера. Она включает в себя резидентскую визу и разрешение на работу, которое позволяет человеку работать на себя, а не на компанию. С этой визой можно открыть банковский счет и Emirates ID. По этой визе нельзя нанимать сотрудников, однако вы можете спонсировать своих ближайших родственников. Это жену, мужа или же детей. Также есть вариант визы через инвестиции в компании. Если вы предприниматель и хотите открыть свою компанию в ОАЭ, то можно получить визу за счет своей компании. Также и ближайшие родственники могут получить спонсорскую визу за счет этого. Но виза аннулируется, как только компания будет закрыта. Резидентские визы в Объединенных Арабских Эмиратах при покупке недвижимости. По названию уже понятно, что это за виза. Но ее можно разделить на две категории. Первый – это виза, которая дается на 2 года, и чтобы ее получить, вам нужно владеть недвижимостью на сумму 750 тысяч дирхам для одного собственника, и если у вас совладение, то от 1 000 000 дирхам. А второй – это виза сроком на 10 лет, так называемая золотая виза. Дается за покупку недвижимости, стоимость которой от 2 миллионов дирхам. Все эти визы можно продлевать неограниченное количество раз, и они распространяются на членов вашей семьи, мужа, жену и детей, пока недвижимость находится в вашей собственности. Какая недвижимость подходит для получения вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах? Чтобы получить резидентскую визу, инвестор должен купить один или несколько объектов недвижимости. Это могут быть жилые квартиры, апартаменты, гостиничные номера, виллы, таунхаусы, офисы или склады. Главное условие – это недвижимость должна находиться в зоне freehold. Это районы, где иностранцы могут покупать недвижимость в собственность. Инвестор может жить в приобретенном объекте или сдавать его в аренду. Продать недвижимость можно после окончания срока действия визы, если инвестор не планирует ее продлевать. Инвесторы могут приобрести готовый или строящийся объект у аккредитованного застройщика и оформить на него ипотеку. Что дает резидентство? Резидентская виза в ОАЭ позволяет оптимизировать налоги и открыть международные банковские счета в дирхамах, долларах или евро. Кроме этого, инвестор и члены его семьи получают возможность пользоваться услугами современных медицинских клиник в Объединенных Арабских Эмиратах, а дети инвестора могут посещать международные школы и вузы, а также безвизовое передвижение по странам Персидского залива. Инвесторская виза позволит вам оформить удостоверение Emirates ID, это местное удостоверение личности, который необходим для открытия счета в местном банке и получения водительских прав и прочих услуг. Для получения резидентской визы на 2 года муж и жена могут приобрести недвижимость в совместное пользование, в совместное владение, при условии, что минимальная стоимость объекта будет не ниже 1 миллиона дирхам, это примерно 270 тысяч долларов. Также необходимо предоставить заверенное и переведенное на арабский или английский язык свидетельство о браке. В случае покупки недвижимости в кредит, на момент подачи заявки 50% от ее стоимости или как минимум 750 тысяч дирхам должно быть уже оплачено. Экспаты, владеющие несколькими объектами жилой недвижимости общей стоимостью не менее 750 тысяч дирхам, также имеют право на получение инвесторской визы. Кто может получить визу в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с инвестором? Это супруг или супруга, старше 18 лет без судимости, без опасных заболеваний, ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Дети до 18 лет.
Важно, владелец двухлетней визы имеет право проводить за пределами Эмиратов не более 6 месяцев в год. Golden Visa на 10 лет. Инвестиции в недвижимость на сумму 2 миллиона дирхам дают право инвестору претендовать на золотую визу со сроком действия 10 лет. Если вы покупатель или являетесь собственником недвижимости на указанную стоимость, то вы также можете подать заявку на получение так называемой Golden Visa. Все приобретенные активы должны сохраняться в собственности заявителя как минимум 3 года. Десятилетняя инвесторская виза позволяет ее обладателям выступать в качестве спонсора и включить в заявление на ВНЖ следующих лиц. Это держатели виз и членов семей, домашний персонал, один исполнительный директор, один юрист-консульт, бизнес-партнеры, которые инвестировали в экономику ОАЭ не менее 2 миллионов дирхамов. Примечание. При покупке недвижимости в оффплан инвестор также может претендовать на получение десятилетней резидентской визы, но только после передачи объекта в эксплуатацию. Это требование распространяется и на двухлетние визы инвестора. Сейчас правительством согласовывается список застройщиков. Купив квартиру, у которых в оффплан, можно будет претендовать на получение визы. Главным требованием для рассмотрения вопроса о выдаче инвесторской визы за инвестиции в оффплан есть обязательное требование, чтобы объект был выполнен более чем на 50% и быть выплачено более 2 миллионов дирхам. Рассмотрим этапы получения резидентской визы в Объединенных Арабских Эмиратах за покупку недвижимости. Чтобы оформить документы и получить визу, нужно от 2 месяцев. Большинство этапов дистанционные. Поездка в Объединенные Арабские Эмираты требуется только для медосмотра и подачи заявления. Первое – это подготовка документов. Заявителям выдают визу в Объединенные Арабские Эмираты на 6 месяцев, чтобы осмотреть недвижимость, заключить сделку, пройти медосмотр и подать документы на золотую визу. Второе. Покупка недвижимости параллельно с подготовкой документов. Третье. Медицинское обследование. Инвестор и все члены его семьи, которые старше 18 лет, должны приехать в Объединенные Арабские Эмираты и обследоваться в аккредитованной клинике, сдать анализы на опасные инфекционные заболевания и сделать флюорографию. Обследование занимает от 1 до 5 дней, после него инвестор и вся его семья получают сертификаты о состоянии здоровья, подача документов и получение визы. Заявители приезжают в Эмираты для медосмотра, подачи документов на визу и сдачи биометрии. После одобрения визы вклеиваются в паспорта. Какие нужны документы для получения резидентской визы в Эмиратах при покупке недвижимости? Оригинал доверенности от основного заявителя, если заявление будет передаваться поверенным, свидетельство о праве собственности на недвижимость, копия документа, подтверждающая выполнение инвестиционных условий, письмо с подтверждением стоимости недвижимости от земельного департамента Dubai Land Department, оригинал свидетельства о браке, оригиналы справок от каждого заявителя старше 18 лет об отсутствии судимости, адресованная земельному департаменту Дубая, действующая виза в Объединенных Арабских Эмиратах, цветное фото 3:4 на белом фоне, копии заграничных паспортов всех заявителей, оригиналы свидетельства о рождении детей, ксерокопия медицинской страховки, электронный сертификат о прохождении медицинской проверки, Medical Fitness Certificate. Все документы должны быть переведены на английский или арабский язык. Чтобы продлить резидентскую визу, инвестору необходимо повторно собрать документ, пройти медицинское обследование и подать заявку в Федеральное управление по идентификации, гражданству и таможенной и портовой безопасности. Какие расходы понесет инвестор на получение резидентской визы за покупку недвижимости? Вы можете подать заявку вместе с документами онлайн через сайт земельного департамента Дубая DLD или приложение Dubai Rest. После одобрения заявки от вас будет требоваться оплата необходимых взносов в главном офисе DLD. Помимо расходов, которые вы понесете на покупку непосредственно самой недвижимости, напомню, что она составляет от 750 тысяч дирхам для получения двухлетней визы и от 2 миллионов дирхам на получение десятилетней визы, вы еще понесете следующие расходы. Первое – это регистрационный сбор, который будет составлять от $8200, это за двухлетнюю визу, и до практически $22 тысяч за десятилетнюю визу. Второе – это оформление документов, перевод, заверение у нотариуса и консульская легализация где-то от $1000. Третье – это сборы за оформление визы, медицинское обследование, сбор за рассмотрение заявления, сбор за выдачу внутреннего удостоверения личности Emirates ID. Где-то будет составлять $4200 за визу на 2 года и $1100 за визу на 10 лет. И медицинская страховка, которая стоит от $400 за год. С каждым новым обновлением в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов правительство упрощает получение виз для нерезидентов. Как теперь будет выглядеть резидентская виза? Власти Дубая отказываются от практики вклеивания резидентских виз в паспорта иностранцев.
Визы будут привязаны к удостоверению личности Emirates ID, и теперь вы сможете предъявить резидентскую визу в цифровом виде с помощью приложения UAE Pass. Удостоверения нового поколения будут содержать все личные и профессиональные данные. Таким образом, государственные органы больше не будут требовать резидентскую визу как отдельный документ. Также планируется создание единой формы для обработки запросов, касающихся выдачи и продления визы и удостоверения личности. Авиакомпании смогут подтверждать факт резидентства в Объединенных Арабских Эмиратах, используя паспорт и удостоверение личности иностранца. Достаточно будет только видеозвонка. Ранее власти Дубая упростили способ получения вида на жительство в ОАЭ, и теперь иностранцы, проживающие за рубежом, могут связаться с ведомством в режиме видеозвонка. С помощью видеозвонка можно завершить процесс оформления стандартных резидентских виз, золотых виз, получить юридическую консультацию, ознакомиться с правилами выдачи разрешения на въезд и также продлить электронные документы. Благодаря новой службе видеозвонков заявители могут подать документы всего за 5 минут. Если вы заинтересованы в переезде в Арабские Эмираты и покупке недвижимости, теперь вы знаете, что есть отличный вариант стать резидентом через приобретение недвижимости в Арабских Эмиратах. Пишите нам для подробной консультации о недвижимости в Арабских Эмиратах, и всем спасибо за просмотр.